Всем привет! Сегодняшняя реакция для меня очень особая. Во-первых, я делаю реакции уже больше 5 лет, и это мое первое видео, которое я снимаю, говоря на русском языке. Для меня так беспривычно. На самом деле я американка, у меня мама из Украины, папа из Молдавии, так что я всю жизнь слышу русский каждый день, но на нем не разговариваю, так что вы, наверное, слышите, он у меня чуть-чуть, как сказать, заторможенный, не совсем чистый, но думаю, мы сегодня как-то справимся. И во-вторых, я жду почти уже полгода рассказать своим подписчикам о том, как я полюбила музыку всех артистов из DD Records. Я их нашла в январе, и минимум 3 месяца их слушала бесперерывно. Мне так понравились их песни, просто все. Все артисты под этим лейблом просто такие талантливые, музыка такая классная. Честно, у них каждая песня совсем хит. Не знаю, я думаю, редко бывает, что прямо каждая песня от артиста может прямо так нравиться, но на самом деле мне их стиль очень-очень нравится, и да, я очень рада, что их нашла, и есть целая история обо всем этом, но давайте сначала посмотрим видео и потом поболтаем, чтобы тем, которым просто хочется посмотреть реакцию, было полегче. И если вам интересно, можете остаться до конца. Я расскажу чуть своей истории, как это все на меня повлияло. Их музыка и, в общем, казахская музыка, на которую я реакции не делаю, наверное, уже сколько прошло, может, 4 года? Не совсем помню, но об этом поговорим потом. Давайте посмотрим Рами Адиль Галилей. Окей, let's go. Это звучит классно. Болен тобой где-то высшая стадия мания. У меня к ней мания, до меня не было внимания. Она яд, она аномалия. Болен тобой где-то высшая стадия. Сердце бьется так, вот так, вот так. Я зависимый, что за бардак. Ищешь простого, вот я простак. Беру свое сердце, просто мне так. Сердце бьется так, вот так, вот так. Я зависимый, что за бардак. Ищешь простого, вот я простак. Беру свое сердце. Я как Галилео, Галилей. Наблюдаю за ней. Она манит парней. Я всяких огней. Галилео, Галилей. Наблюдаю за ней. Она манит парней. So addictive. Галилео, Галилей. Баскетбол, конечно. Если я с тобой, моя душа тяжелеет. Если я с тобой, жизнь будто бы взлетит. Знаешь, я хочу только тебя удивить. Тебя удивить, тебя удивить. Если я с тобой, моя душа тяжелеет. Если я с тобой, жизнь будто бы взлетит. Знаешь, я хочу только тебя удивить. Тебя удивить, тебя удивить. Я как Галилео, Галилей. Наблюдаю за ней. Она манит парней. Я всяких огней. Галилео, Галилей. Наблюдаю за ней. Она манит парней. Я всяких огней. Галилео, Галилей. Галилео, Галилей. Галилео, Галилей. They are so cool. So cool. Песня уже такая заразительная. Я не ожидала, что целая песня будет на русском. Я думала 50% на казахском, 50% на русском. Все на русском. Но так и мне легче песню понять. Я боялась, что не смогу читать достаточно быстро на русском. Но оказалось, не проблема. Ну, как я сказала раньше,
Каждая у них песня просто хит. Вот опять отличная песня. Но мне долго из головы выходить не будет. Это я могу сейчас конкретно сказать. И клип так красиво сделан, красиво освещено. Танцоры просто fire. Да. Ожидала лучшего качества и получила. Поэтому у меня не было сомнений. Но я же вам обещала историю. Но где-то 4 года назад я делала пару реакций на казахские песни. Кто-то в комментариях попросил снять реакции, я сделала, и мне очень понравилось. Потом несколько лет как-то дальше не расследовала, а потом в конце прошлого года. Знаете, на YouTube, когда смотришь видео, и там на правой стороне выскакивают все рекомендации. Вот один раз просто случайно мне вышла казахская песня. Я даже не знала, какой это язык в это время. Но думаю, я прослушаю. Понравилось, и потом начала больше и больше всего выскакивать, и мне стало очень интересно. И мне понравились там несколько артистов из Казахстана. Но самое интересное, это что Didi Records я нашла совсем иначе. У меня на Инстаграме вышло одно видео, где кто-то спел кавер песни Симпа. Эту песню первый раз слышала, и я заинтересовалась, хотела слышать оригинал, потому что кавер мне очень понравился. Даже за там пару секунд припева мне очень понравилось. Так что поискала оригинал на YouTube, и оттуда все пошло. Переслушала все их песни, и да, как я сказала раньше, 3 месяца только их и слушала. И, честно говоря, перед тем, как я начала слушать их песни, я совсем не знала, что в Казахстане столько много русскоговорящих. Я вам сказала, я из Америки, и у нас эта информация здесь не сильно распространена. Теперь я думаю, блин, как глупо, что это не знала раньше, но как мне было знать? В этом надо сначала заинтересоваться, чтобы узнать. В Америке просто на школах такое не учится. Ну, в любом случае, да, я ожидала, что музыка в Казахстане вся будет на казахском. Но, да, кажется, русской музыки тоже очень много. И у меня всю свою жизнь была такая вещь, где мне всегда очень нравилось слушать музыку из разных стран. И потом учить языки этой музыки. Сначала слушала испанские песни, потом на французском, там учила пару песен. Все, как слова, грамматику, я просто хотела все понимать. И после этого перешла на корейскую музыку. Теперь больше 5 лет изучаю корейский, иногда снимаю видео на корейском, тоже реакции. Учу китайский еще. И... Ну, я очень люблю изучать языки, и это почти всегда идет от музыки. Я как-то зацикливаюсь на музыке одной страны, и мне просто надо изучить язык. У меня с детства такая привычка. Теперь с казахском. Я хочу выучить казахский. Наверное, не так, чтобы говорить свободно, но хотя бы чуть-чуть, не знаю. Заинтересовалась. Но я просто хотела сказать, что я очень благодарна за такие открытия. Это правда, что у меня все начинается от музыки, но этот переход в язык, это безусловно переходит в культуру, и все имеет очень большое влияние на мой мирный взгляд. Я просто очень рада, что музыка дает мне этот путь знать намного больше мира и просто всегда раскрывать что-то новое. Так что хотела бы еще передать спасибо всем артистам под лейблом Didi Records и всем персоналам, которые работают над всей продукцией, делают такую классную музыку. Не только из-за точки зрения учебы, потому что это более персонально ко мне, но просто за то, что делают такую классную музыку, которая так поднимает настроение и дает на чем сосредоточиться и как-то отключиться от жизни на пару минут. Не очень жалею, что не смогла как-то лучше себя выразить. На русском мне все-таки сложнее, чем на английском. Выразить себя точно как хотела бы. Но все-таки думаю, вы понимаете, что я хочу сказать. Да, я ждала новой песни от них и очень рада, что вот она есть. Окей, у меня осталась минута на карточке, так что теперь нужно прощаться. Пока.